Почему мужчина не уделяет внимания? Узнаете в данном видео. Прежде чем продолжим дальше, маленькая просьба к вам. Пожалуйста, нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Благодаря такому простому действию с вашей стороны, это видео сможет распространиться в избранное YouTube, и именно благодаря вашей помощи его увидит большое количество людей. Почему мужчина не уделяет внимания? Здесь бывают две причины. Первая, он действительно очень сильно занят чем-то другим, и у него сейчас нету времени, сил, энергии на то, чтобы уделять вам внимание. По сути, когда человек уделяет внимание, он интересуется. Внимание идет за интересом. Если мужчина уделяет вам внимание, значит, у него сейчас его интерес находится где-то в вас или в том, что связано с вами. Не интересуется, нет интереса. И интереса часто может не быть, потому что нет на это энергии. Речь идет о трудоголиках, как пример. Трудоголик, который с утра до вечера зависает в работе, он энергетически весь в каком-то проекте или деле. Все его внимание там. А наше внимание, оно ограничено лимитом нашего, у нас есть возможность. Оно не безгранично. Потому что внимание зависит от энергии. Наш энергетический ресурс за день, он ограничен. Мы все имеем условно внутри какие-то батарейки определенного размера, и мы не можем быть гиперактивны целый день. Наша гормональная система это не тянет. Соответственно, мужчина распоряжается сейчас вниманием так, что все его впухивает в работу и на вас не остается, или в какое-то другое дело. Здесь выход один – уважать его право самому распоряжаться своим вниманием так, как он считает нужным. И если вы, например, знаете, что это временная ситуация, например, он сделает какой-то проект, а дальше, может быть, ситуация изменится, и он не будет так сильно занят, и тогда на вас у него будет хватать и времени, и внимания. Тогда можно отнестись к этому уважительно и, наоборот, даже поддержать его, помочь ему в этом, отнестись к этому с пониманием. Либо можно не согласиться и уйти. Это ваше право. Второй вариант. Почему не уделяет внимания? Что еще может быть за причина? Скрытые, а может быть и открытые, обиды, претензии, скрытый конфликт, агрессия. То есть набор каких-то неприятных чувств. Если ранее у вас была какая-то ситуация, которая недоразрешилась, вы оба, например, почувствовали, что вы не можете больше ругаться сейчас на эту тему, сил на это нет. Ему ничего не докажешь, он не изменится, он думает про вас то же самое, вы как два быка сцепились, и правды здесь не найти. И тогда часть чувств мы гасим в своем теле. Мы их притупляем, но они на самом деле никуда не исчезают, они остаются в нас. И они, вот эти вот непрожитые трудные чувства какого-то несогласия, могут быть причиной того, что человек не уделяет вам внимания. Потому что, еще раз, внимание – это интерес, который ведет внимание, и на это нужна сила, энергия. Если человек, имея внутри какое-то погашенное чувство обиды, например, к вам, или злости на вас, начнет за интересом идти вниманием к вам и наблюдать вас, давать вам внимание, то здесь же придет энергия, и то, что он гасил в себе негативное, начнет просыпаться и проситься наружу. И тогда человек подсознательно, не замечая сам, блокирует это внимание к вам, чтобы не разбудить тот вулкан недопрожитых обид, претензий, агрессии, злости, который он в себе погасил. Решение здесь, конечно, всего одно. К этим чувствам придется вернуться, и незавершенный конфликт придется как-то завершить. Либо самостоятельно, либо с помощью психолога. Но время, оно не лечит в таких ситуациях. Время лечит многие вещи, например, утрату человека. Но конфликты, которые продолжают в нас жить неосознанно, время не лечит. Они не меняются со временем. Мы только тратим энергию на их упаковку, на то, чтобы делать их невидимыми, но они на самом деле продолжают в нас жить и питаться нашей энергией. В этом видео вы узнали о том, почему, возможно, мужчина не уделяет вам внимания. Если видео понравилось, возвращайтесь на канал, здесь регулярно выходят видео на тему отношений. А если есть вопросы, смело их пишите внизу под комментариями. Читая вопросы, стараюсь на все отвечать. До встречи в новых видео. Пока-пока.